Доброго времени суток. Сегодня я вспомнил интересную очень историю. Когда-то, один момент, вот не так давно это все было, мне ночью по второй работе надо было срочно сделать определенную работу в письменном виде, такой исследовательской, можно сказать. Связано, кстати, с шашками, но шашек там было немного, но связанную с шашками, вот в 3 часа ночи наш начальник шлет нам сообщение в общем чате, что вот то-то, то-то, то-то и то-то. И самое интересное, что тут кто-то отвечает, то есть это в 3 часа ночи, когда все должны быть спать. Я, кстати, не отвечал, да, то есть не проявлял себя никак, то есть мне надо было работать, потому что, думаю, еще начнут приставать с разными вопросами там. Но выясняется, что еще человек 5 не спало, то есть у нас не так много работает людей, но человек 5 еще не спало. Но я тут вот подумал, что это же все шахматисты не спят. У них привычка ночью играть в шахматы до 5 утра, некоторые там до 6 играют. И потом, кстати, самое интересное, что интересные какие-то идеи у них появляются. Приходят с тетрадками, ставят, кто эндшпиля ставит, кто какие-то интересные позиции ставит. Ну, такое вот есть. Но оказывается, шашисты такие же, точно товарищи. Если бы вот я сказал, что Лидрафс не спит 24 часа в сутки, то люди бы согласились, но с другой точки зрения, что разные часовые пояса. Но тут, наверное, все-таки другое. Тут какой-то, я не знаю, азарт, дофамин, не знаю, что еще, но вот есть такое у нас. Все-таки наши игры специфические. Итак, давайте посмотрим позиции. Ну, здесь я не гарантирую, что вот это с Лидрафсом, но я не гарантирую, что ночью играли. Давайте, тем не менее, посмотрим интересные моменты. Как всегда, что-то играли, что-то я тут дополнил, где-то интересное. То есть, и есть и правда, и вымысел в этих позициях. Вот интересный момент. Смотрите, если на G5 бить, то как бы вы ответили за белых, BC5, вот нет ухода FE5 из-за этого, GH6 надо. BC3 логично, потому что другого хода нету, FE, и вот здесь ход такой, ED4, и нету хорошего вроде бы запасного хода, EF4, и получается меняться надо, дабы фиксировать вот эту группировку шашек. Поменялись. GH2. Опять фиксируем вот эту шашку. Ну вот здесь вот CD6 надо. CD6. Давайте вариант покажу приблизительно. Если кто-то что-то анализирует другое, то укажите в комментариях. Я буду очень рад этому, кстати. Всегда комментарии, поймите, всегда комментарии интересные. Есть мое какое-то авторское, можно сказать, мое, не мое, там есть какое-то не решение, продолжение авторское, а есть ваше продолжение, которое мне всегда интересно, потому что даже вот сейчас вот я чуть-чуть отвлекусь, многие даже стоклеточные позиции партии, я вот заново публикую, потому что субтитров нету, не могу сделать нормальные субтитры на многих языках, то есть просто не выходят. И вот появляются комментарии интересные. То, что мы раньше не видели, то есть то, что раньше не было. Причем там элементарные вещи, не элементарные, но интересно. То есть это всегда хорошо. Для чего, собственно говоря, здесь YouTube я вот создал, чтобы кто-то комментировали, смотрели, чтобы интересные какие-то идеи появлялись. Новый, можно сказать, дофамин. Да, вот тоже, кстати, интересный ход. Видите, на что видно, я рассчитывал. На эту идею. Но это так. Понятно, ни к чему это все не ведет, но так.
HGT ничья. Ну вот давайте посмотрим, ради чего я вот делал видео сегодня. Здесь очень интересный момент есть. HG5. И вот просится вроде бы ход CB4, который по-настоящему вообще ничего не дает. То есть потом надо проводить, и наоборот, позиция проиграна у белых. А вот ход АБ4. Вчера, кстати, один из учеников моих его обнаружил. Почему, говорит, не АБ4? Я говорю, не знаю, но у меня просится вообще CB4. То есть... И вот DE5, и DE5, и уже наоборот, проигрыш у черных. То есть нету ничего. Видите, позиция... Ну, совсем некрасивая. Даже, может, кто-то давно не видел этой позиции. Я когда маленьких позиций смотрю, детей, как они сейчас играют, то есть там бывает позиция, непонятно, откуда они возникли, это шашки или нет. Ну, вот здесь тоже, это шашки или нет, или непонятно. Так, давайте следующую позицию. Кое-что будет в этих партиях полезное, кое-что будет интересное, я вам сразу скажу. Так, вот позиция возникла. Ну, опять вот CD4 ход. Кажется, что он очень важный. Очень важный. Почему? Потому что сразу идем на связку. Но я думаю, что вот надо было здесь все-таки ходить лучше GH. То есть, здесь связываются сразу, я заранее скажу, что связываются сразу. И в некоторых моментах, если особенно в блиц, белые получают, как ни странно, проблемы. Почему? Потому что идет сходимость, и как раз тут темпов у белых не хватает. Давайте дальше. Так, здесь не будем, подождите. Давайте сначала этот момент покажу. Интересный. То, что интересно, GF2. Можно всегда дать размен, но понимаете, если давать размен, всегда позиция здесь будет похуже чуть-чуть у черных. Хотя она объективно ничейная, но она похуже позиция. И в блиц еще тут ничью, допустим, вот надо сделать. В нормальных шашках тоже надо посчитать ее. Потому что не все так просто. Надо выжидать вот АБ6, смотрите. И FG3 очень хитрый ход. Почему он очень хитрый ход? Вот есть вот эта вот идея. Вот эта идея. Но выжидают HG7. GH, и здесь просто можно FE5 пойти. То есть, ну, здесь ничья. Хотя есть, интересно, кстати, бразильские вообще. Бразильские, не бразильские, но интересно очень ход, видите. Если бразильские, то надо 2 бить. Но русские, понятно, что ни к чему не приводят, CD4. Я думаю, что даже, наверное, вот при размене или при других ходах, я думаю, что надо еще белым постараться ничью сделать, в принципе, в этой позиции, если так ходить. Но это не обязательно, понятно. Не обязательный ход. Наверное, я бы в партии, наверное, все-таки ЕД2 пошел. Вот. Ну и так далее. Вот в этой позиции. Так, давайте посмотрим основное, что вот было. Она интересная очень позиция. И она непростая. GH6. И вот все-таки надо GH4 ходить. GH4 позиция встречалась. У меня есть в тетрадях эта позиция. И там чуть-чуть другая оценка. Но здесь уже, как вы понимаете, компьютер чуть-чуть вмешался. Поэтому есть моменты, которые я вам покажу. HG5. Вот идея какая HG5. На этот ход, ну или какой-то там другой похожий ход. Вот эта вот идея стоит. Вот такая вот идея стоит. Получается, что надо EF4. Вот этот ход EF4, тогда бьют C5 именно. Освобождаются от связки. Видите, очень хорошая позиция. Если ходить сюда, то GF. Позиция вроде бы ничейная, но, честно говоря, надо еще делать ее тоже. Здесь надо делать эту позицию. Понятно, что у черных проблем-то никаких нету. Абсолютно.
Но за белых, я думаю, тоже, кстати, проблем не будет. Почему? Потому что тут пресловутые вот эти темпа. То есть, допустим, ну, приблизительно. Давайте я прикину вот это, покажу вам. Это все достаточно легко считается. Если знаешь вот идеи, куда именно, как ставить шашки, да, давайте ставить, это будет наиболее такое оптимальное слово. Потому что не люблю я слово двигать. Двигать это как-то неуважение, ставить шашки. Ну вот, получается, ставить шашки, видите, темпов не хватает. Там можно по-другому, но вот, условно говоря, простой вот этот вариант посчитал, там совершенно по-другому можно ходить. А вот интересный момент. HG5. Вот эта вот идея. Здесь, кстати, вот HG5, это не очень хорошая мысль, которая просится. HG5 это не очень хорошая мысль, которая просится. Я вам там покажу потом идею. Ну вот надо было бы C5. Смотрите, идея какая. HG5. То есть опять хочу я провести. EF. Уходим от этой идеи. И вот здесь вот как раз то надо делать ничью. Вот этот момент, который замечен был. Ну то есть когда я уже анализировал с компьютером. Заметил этот достаточно быстрый момент. И вот сюда. Вот надо было таким образом форсировать ничью. А вот на HG5 получается BC5. То есть идея такая. Сюда нельзя. Потому что вот так вот ходит. EF, GF и вот CD4. C5 на D4. И вот отдавать надо. Отдавать надо, потому что на HG7 идет вот эта вот идея. Здесь надо уже отдавать, потому что на постановку получается, я специально сделал паузу, получается вот что значит BA, ну, то есть на B4, и вот большая вот эта идея, такая вот большая идея. А вот такой, можно сказать, авторский момент. D и E, ну и позиция здесь уже выиграна. Здесь можете проанализировать сами, позиция выиграна у черных. Вот такая вот позиция. Я думаю, вам будет интересно. Так. А, вот здесь вот, да, вот здесь вот, вчера тоже, кстати, указали. Да, мне вот смешно, потому что, видите, я некоторые моменты совершенно не вижу. То есть я вам покажу сейчас по FET. А, нет, давайте сначала вам покажу вот здесь вот. И вот здесь выиграно. То есть сюда нельзя ходить, и на этот ход тоже. Вот. По-моему, так, да. Можно и так просто пойти. То есть с ловлей дамки. Но самое простое, смотрите, вот самое простое FET, когда я пошел, да. Вчера, кстати, показали. Один из моих учеников тоже показал. Элементарную вот эту идею. Ну, что я не видел. Просто, видите, элементарно. Так. Следующее. Там простенького всего. Сейчас простенького. Я вам сейчас покажу. Много простенького. И в конце кое-что еще интересное будет. То есть большое. Ну, в смысле, здесь простенькое тоже может интересно. Но в конце будет интересно. С большим вариантом достаточно. Я считаю, что с большим таким. Кто-то скажет нет, ну там ходов сколько, 6-7, наверное. Я уже не помню, но покажу. Это я вам заранее говорю, чтобы вы не кидали просмотр видео. Не заканчивали, точнее сказать. Вот давайте, культурные слова у меня будут. Так, здесь надо было, конечно, EF4, потом вводить вот эту шашку. Видите, всегда проблема с этой шашкой. В свое время, конечно, в Советском Союзе была партия ленинградского очень хорошего мастера, я не помню. И вот нам ее как классику показывали. То есть он не дал именно... Она почему? Давно партии вот эти были, но она там как-то свежая была. В каком-то 85-м, 86-м году. Очень хорошая партия была, когда он просто не дал вывести вот эту шашку B2. Там и до этого было, все до этого, естественно. Как я неоднократно в стуклетке говорил, многие, то есть названия вроде бы современные были, более-менее современные, но игрались
идеи там 50 лет, больше лет назад. Поэтому там такая вот классическая, можно сказать, партия. Я ее долгое время помнил, но сейчас, естественно, забыл. Ну, бывает. Это у меня уже старость, не радость. Поэтому. Так. Надо было, конечно, Е4, потом вводить вот эту шашку. Ну вот смотрите, чем все закончилось. Вот Е4, все это решающая ошибка практически Е4. А вот Е4 надо было. Смотрите, видите, тоже, ну, не очень все красиво. А надо было вот смотреть нестандартные ходы. ЕФ, СД. И вот блокируют, просто заблокировали, видите. Проиграно, заблокировали. Это с лидравса позиция. Вот здесь опять. Вот лидравс, наверное, ночью играли. Я так чувствую, ночью играли. Потому что был ход в партии ДЦ5, ДЕ и проиграли еще. Белые проиграли. Получается, почему здесь в этой позиции не ФЕ? Не знаю, что вот здесь сделали. Чтобы здесь сделали черные. Но вот я когда-то в комментариях говорил, что, конечно, лучше всего сыграл пару партий. Вот я не знаю, я там называл какое-то число партий, но это неправильно абсолютно. То есть, если чувствуешь, что ты играешь, надо играть до какого-то определенного утомления. Если ты чувствуешь, что у тебя уже все просто идет двигание шашек надо заканчивать. То есть, если ты что какие-то варианты еще просчитываешь, какие-то идеи интересные видишь, да, играешь. Ну, опять, это в среднем, я не знаю, шахматистов вот спрашивал. Я считаю, у нас у тренера одного очень правильный подход. Он, то есть, играет 5-6 партий хороших. То есть, и хорошая разминка для мозга. И, в принципе, он не устает, и польза очень большая. Поэтому думайте, решайте сами, можно сказать. Я говорю, но решение, понятно, за вами. Потому что это, как я уже говорил, может даже, ну, в определенной степени, я думаю, что где-то даже вредит мозгу. Это передозировка, можно сказать. Так, а вот, позиция интересная очень. Как ходить за черных? Ну, наверное, вы уже все поняли. Так, у меня еще все. Да, в разведку со мной в принципе не надо. Очень не надо. Почему не надо, вы уже поняли. Вот БЦ5 и грозит. И все неизбежно, в принципе. Потому что если ФЖ, то просто зашли. Вот эта вот позиция выиграна. Ну вот видите, это партии. Там, конечно, есть много интересных партий. Лидравсе. Можно для детей ставить. Очень, кстати, хороший сайт. Для тренировок очень много там можно извлечь с партии. Но если что-то посложнее, то, конечно, уже надо искать. Ну вот партия интересная, очень интересная партия была. И она не безошибочная, она ничейная получилась. Но интересные очень вещи, то есть, получились по аналитике. О чем я вам и говорил. Вот СБ2 был ход. Конечно, надо было как-то с G5 начинать вот эти вот идеи играть. И, наверное, на GH вот этот план, я думаю, скорее всего, был бы. Потому что я не внедрялся. Почему я говорю вот приблизительно? Потому что не внедрялся в эту позицию, честно говоря. Вот. Прикинул, ну ничья должна быть. Ничья. Но вот СБ2 была. И теперь очень интересный план. Я думаю, будет очень многим полезен. Б5. Кое-что черные не увидели здесь, в партии. Но, в принципе, все правильно. Но это логично. То есть, Б5 мы грозим АБ4. И надо закрываться. СБ6. Блокировочка такая. АЖ. И вот GH4. Ну, GH4 тоже надо, иначе пойдут на H4 белое. ЕД2, вот смотрите, какая симпатичная позиция. Форсирована. Ну и здесь в партии, не буду говорить, как пошли, но просто вот, в принципе, давайте я за черных. АЖ, вот выигрыш был.
сюда, сюда и выиграно. Ну, как говорится, до новых встреч. Надеюсь, что эти партии не игрались ночью.